Приветствую вас на своем канале о вязании крючком. Меня зовут Кристина, и в данном видеоуроке я покажу, как связать вот такой квадратный мотив со сменой цвета. Вы можете подобрать любое сочетание цветов, и его можно связать любым размером. Я подобрала цвета таких оттенков и буду использовать крючок 3,5 мм. Вы же можете подобрать крючок под свою плотность вязания. Начинаю с белого цвета. Делаем кольцо амигуруми. Вытаскиваем хвостик. Хвостик можно было оставить покороче. Сейчас мы имитируем первый столбик с накидом. Провязываем 3 воздушные петли. Далее делаем накид, провязываем в петлю столбик с накидом и еще один столбик с накидом. Провязываем 2 воздушные петли и 3 столбика с накидом. Две воздушные петли три столбика с накидом. Снова 2 воздушные петли и 3 столбика с накидом. Две воздушные петли и затягиваем наше кольцо. Наш квадратик почти готов. И сейчас нам необходимо сделать соединение. Вот наша первая имитация столбика с накидом. Необходимо сделать соединение и заводим крючок под третью косичку. Вот она вверху. И провязываем соединительный столбик. Далее иду под следующую косичку, завожу крючок и провязываю соединительный столбик. И под следующий вот в это отверстие завожу и провязываю уже не белой нитью, а сейчас мы будем вводить наш розовый цвет. Я начну со светло-розового. Ввожу его и провязываю. И также делаю имитацию столбика с накидом. Провязываем 3 воздушные петли. И сейчас вот в это место, да, вот отверстие вот такое, где мы провязывали воздушные петли, сюда мы провязываем еще 2 столбика с накидом. Мне кажется, что когда я делаю соединительные полустолбики, вот здесь провязываю, так квадрат ровнее, чем когда мы будем начинать с места соединения и провязывать, как бы немножко будет назад, нам надо заводить всегда крючок, и так углы кажутся, смотрятся ровнее. Поэтому я делаю таким образом. Провязали 3 столбика без накида, и теперь на углу нам необходимо сделать 2 воздушные петли и провязать сюда же в угол 3 столбика без накида.
Так мы формируем наши углы. Далее провязываем воздушную петлю. На углах мы всегда, формируя угол, провязываем 2 воздушные петли и снова в угол провязываем 3 столбика с накидом. Одна воздушная петля, в угол формируем 3 столбика с накидом, две воздушные петли, 3 столбика с накидом, воздушная петля. И в последний угол провязываем также 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика с накидом, 1 воздушная петля. Довязали второй ряд, теперь необходимо сделать соединение. Также вот смотрим, наша имитация столбика. В верхнюю косичку заводим крючок и делаем соединение. Далее идем под следующую косичку, соединительный столбик. В наш угол также мы уже подхватываем только следующий цвет нити. Провязываем 3 воздушные петли. И в угол провязываем 2 столбика с накидом. Две воздушные петли и сюда же 3 столбика с накидом. И продолжаем вязать. Не забываем делать воздушную петлю после формирования угла. Теперь провязываем 3 столбика в наше вот отверстие. Воздушная петля и формирование угла, как обычно. Две воздушные петли, 3 столбика в это же место. Воздушная петля. Провязываем в наше следующее отверстие. Воздушная петля, формируем угол. И до конца ряда провязывайте самостоятельно.
Также, когда мы уже приблизились, да, вот к нашему окончанию ряда, у последних 3 столбиков с накидом также не забываем делать воздушную петлю. Делаем соединение и проходим под косички соединительными полустолбиками. И уже когда в угол, мы подхватываем новый цвет. Три воздушные петли. И вяжем, как обычно. Таким образом, вы можете связать квадрат любого нужного вам размера. Просто с каждым разом провязывая больше рядов. И мы всегда вяжем в эти места, где у нас были воздушные петли. Под них мы тоже провязываем столбики с накидом. Воздушная петля, 3 столбика с накидом. Воздушная петля, 3 столбика с накидом. Воздушная петля и формируем угол, как мы это обычно делаем. Далее, когда вы провязали все свои цвета, можно также начать чередовать снова белым, розовым и так далее, нужным размером. Хвостики после того, как вы связали квадрат, необходимо с помощью иголочки спрятать. Я прячу каждый цвет под своим цветом, чтобы не было заметно, аккуратно все это делаю. И потом остатки обрезаю. И наш квадрат готов. Спасибо за просмотр.